Я думаю, что, как и большинство людей, которые чем-то увлечены, в нас есть сигналы, которые мы начинаем излучать довольно рано. И если я могу вспомнить, мне было 4 или 5 лет, когда я начал обращать внимание на колебания струн фортепиано, когда они были расстроены. И когда настройщик приходил настраивать пианино, я мог сказать, что что-то не так. И настройщики спросили меня, точнее, спросили моих родителей, не хочу ли я стать настройщиком фортепиано. Так что это был мой первый сигнал, который перерос в страсть. Но каким-то образом, будучи средним ребенком в семье из 6 человек, я стал помощником в семье. И это значит делать работу по дому, и из-за этого я много пропускал школу. Но я не умел играть на фортепиано. У моих братьев были уроки игры на рояле, но у меня ничего не было, потому что мне приходилось помогать по дому. Это стало моим образом жизни, и когда я повзрослел, мне пришлось заняться чем-то еще. Я не мог делать то, что хотел, а я хотел быть архитектором или музыкантом, очевидно. Я никогда не упоминал об этом, и я начал делать некоторые рисунки. И там я мог выражать себя через искусство. Но в любом случае это был бы другой путь, а я больше хотел сосредоточиться на музыке. И тогда мои родители сказали, «Нет-нет, ты должен получить ученую степень». И я стал химиком-органиком. Я закончил магистратуру органической химии Брюссельского университета. И мне это понравилось. Мне нравится делать то, что я делаю в смысле профессионализма. Затем прошло несколько лет, и однажды, когда я был в отпуске на юге Франции, я встретил молодую американку, примерно моего возраста, которая стала моей женой. Через год мы поженились и переехали в Мичиган, а затем вернулись в Брюссель, потому что я должен был пройти военную службу. И потом мы вернулись в США. И мы поняли, и я понял, что в американской системе гораздо больше гибкости, чем в бельгийской или европейской системе. Возможно, она изменилась, но в те времена меня отслеживали, и я должен был заниматься только точной наукой. И тут я пришел в мир, где ты снова можешь попробовать себя заново. Итак, мы переехали в США. Я получил степень магистра делового администрирования в Университете Северной Каролины, Чепел-Хилл. У меня был очень хороший опыт. А потом один человек приехал из Нью-Йорка, из одного крупного банка того времени, набирать сотрудников. И затем я провел 10 лет на севере Африки. Это был великолепный опыт – задуматься о разнообразии населения. По-видимому, все это не имеет отношения к музыке, но на самом деле здесь много общего, потому что я мысленно начал аккумулировать свой опыт с годами. И после 10-11 лет, проведенных в Нью-Йорке, и возглавляя африканское подразделение этого банка, мы решили переехать в Мичиган, чтобы помочь семье. Некоторые наши родственники были очень больны. Итак, мы переехали в Мичиган, и я стал профессором университета, преподающего международный бизнес. И однажды я сказал Сьюзи, моей жене, что я хочу заниматься музыкой. В то время наши дети играли на виолончели и альте. Я их слушал, но я был только любителем. И я решил, что я хочу еще раз получить степень в музыке. И поступил в университет Западного Мичигана. И люди говорили, а почему бы нет? Это американская мечта. Некоторые думали, что я немного нездоров. Но в то время мы нашли то, чем я хотел заниматься. Мои учителя были моего возраста. К тому времени мне было 46 лет, и я решил осуществить мечту, которая у меня была с 4 или 5 лет. А потом все очень быстро поплыло. После 2 лет в программе я получил премию Ирвинга Гилмора для начинающих артистов за сочинение и произведение для медно-духового инструмента. А через год награду за сочинение 2-й сонаты, а затем в 3-й год за 3-ю сонату. И к тому времени я действительно был сам по себе. Но я сделал то, что сложно для многих музыкантов и артистов. Им нужно зарабатывать деньги одновременно с искусством. Итак, как я устроил свою жизнь, насколько позволяла гибкость американской системы, я сразу же воспользовался своей пенсией. Поскольку я уже отработал в банке и в бизнесе, то я решил, что сосредоточусь на музыке.
Моя жена продолжала работать, а наши дети учились в колледже. Мы взяли на себя ответственность, и я смог осуществить мечту. И последние 25 лет я этим занимаюсь. Определенно американским композитором. С самого начала я узнал по радио, в те дни еще не было телевидения, об афроамериканском музыканте с Ривьеры во Франции Сидни Бичет. И его музыка действительно очаровала меня. Он был настолько другим. Это был блюз, такой духовный, какого я никогда не слышал. В каком-то смысле это как Луи Армстронг в США. Это было очень похоже. Это действительно привлекло мое внимание к другому типу звука. По мере того, как я рос, я был очарован этой идеей, которая втянула меня на волну джаза. И в моем фортепианном концерте в первой части есть очень длинная преамбула, которая представляет собой джазовую мелодию моего сочинения. Но я хотела упомянуть, что мои музыкальные путешествия, которые начались с самого начала, перешли от европейского к американскому музыканту. Возможно, это восхищение испытывают многие из нас, и когда я переехал в США и, наконец, в 46 лет поступил в музыкальную школу, я вернулся немного в противоположном направлении. Американский композитор, почитающий европейские традиции. Так получилось идеальное сочетание, в котором я нашел свою опору среди американских композиторов, уважающих американские традиции, но разработавших собственное звучание, начиная, как я уже сказал, с Сидни Бичет. На самом деле Сидни Бичет мой кумир, в некотором смысле представляя, что такое американо, и представление о музыке, которое у меня было в то время. Интересный вопрос, потому что когда я был студентом и имел доступ к электронике того времени, мир так сильно изменился с тех пор. Мои опусы 8 и 9 были электронной музыкой, и мне было очень интересно. Мой второй учитель композиции в то время был большим поклонником электронной музыки. В каком-то смысле это были новаторские дни, но почему-то я решил, что это не я. И решил непреклонно, убедительно, что нам нужно чувство мелодии, и что если у нас ее нет, и никто ее не пишет, это потому, что поле мелодии переполнено. Придумано столько хороших мелодий, что сложно придумать оригинальные. И вот что делает это интересным. Это вызов с комбинацией 5 элементов музыки, включая мелодию. Так что для меня неоклассицизм стал очень важным. Но что происходит? Мой учитель ведет долгую беседу со мной. Помните, мы одного возраста, мы оба пожилые мужчины, и у меня уже была карьера за плечами. И так я говорю, что нам не 25 лет. К тому времени нам уже за 50. И он сказал, у вас есть звук. И я не знал, что он имел в виду. Но он сказал, когда я слышу вашу музыку, она настоящая. Она из какого-то маленького мира. И эта фраза «у вас есть свой собственный звук» побудила меня сохранить энергию, чтобы я продолжал сочинять. И я чувствую себя американским композитором, у которого были замечательные образцы для подражания с моим учителем по фортепиано и этими 2 учителями композиции, а также руководителем ансамбля, который представил мою главную пьесу, с которой я все и начал. И, к сожалению, теперь их всех нет в живых. И я хотел бы поделиться с ними воспоминаниями о том, что они сделали меня успешным, если можно так выразиться. Музыкальная школа университета, куда я ходил, называлась Университет Западного Мичигана. И в то время у нее была отличная музыкальная программа, потому что группы очень важны для футбола. Это был очень сильный аспект музыкальной программы. Это определенно сыграло важную роль. И это объясняет, почему моей первой работой была медная сюита для 13 духовых инструментов и литавр. И поэтому много лет я не работал с голосом. Но я понял, что чего-то не хватает. Но я никогда не изучал это и сосредоточился на инструментах. Итак, я начал писать опус 21. Это первый цикл мелодий для сопрано и фортепиано и Аве Марию.
Я не находил себя и разговаривал с большим количеством вокалистов. У меня появился интерес, но прошло много времени, прежде чем я смог даже придумать что-то вроде реквиема попавшим моей оратории. Какая в этом логика? Для меня это было завершением моего путешествия. Итак, оратория «Реквием попавшим» — это не месса. Символ реквиема — это остановка и просто созерцание и медитация о погибших. Первоначальная идея павших заключалась в солдатах Первой мировой войны. Но эта концепция очень быстро распространилась на всех, кто подвергается насилию, включая детей, женщин и мужчин во всем мире. И мне было очень приятно услышать, что в России эта программа посвящена 75-летию окончания Второй мировой войны. Это та же идея. Послание павших – это космическое послание, и мы должны задуматься об этом. Отличный вопрос. Я действительно впервые участвую в таком великолепном проекте, потому что на самом деле, концептуально, он воплощает все мои стремления. Люди сотрудничают, и мы общаемся друг с другом. В прошлом мои произведения исполнялись индивидуально очень хорошими пианистами. Например, первую, вторую и третью фортепианные сонаты исполнил великолепный французский пианист и профессор Парижской консерватории. Все это были индивидуальные проекты, и у меня никогда не было идеи быть рядом с организацией, которая специализируется и занимается продвижением новой музыки. Очевидно, это мечта любого композитора. Общественность признает, что мы должны идти дальше Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Брамса и так далее. Потому что если мы останемся в прошлом, музыка умрет. Нам нужна свежая кровь. А было время, когда Мориса Равеля считали революционером. Теперь он классик. Поэтому до того, как начать сотрудничество с лирикой классик, я писал вокальную музыку, по сути, для сопрано Юлии Петрочук. И довольно много моих мелодических циклов было исполнено ею в Вашингтоне. И со временем одно привело к другому, и я подумала о гораздо более крупной работе. И тогда возникла идея реквиема попавшим, когда я подумал о столетии Первой мировой войны. Я также должен сказать, что я действительно благодарен лирике классик за то, что она познакомила меня с культурным отделом американского посольства. Нет никаких сомнений в том, что мы разделяем убеждение, что любое искусство может улучшить человечество. «Реквием попавшим» — это отражение моих убеждений. Но если бы у меня не было такой возможности, спасибо американскому посольству, моя пьеса могла бы остаться незамеченной. И я думаю, что этим концертом в Москве мы вносим свой вклад в то, чтобы вынести эти дебаты на место, желаемое публикой. А это, в свою очередь, может помочь другим людям задуматься. Я надеюсь, что страна, в которой я родился, Бельгия, подумает о том, чтобы поставить реквием попавшим через некоторое время после ковида. Возможно, благодаря щедрости и пониманию Соединенных Штатов это будет способствовать дальнейшему взаимопониманию между людьми. Удивительно, как мы все собрались вместе над таким проектом. Я благодарен очень многим людям, а также новым русским друзьям, которых я нашел.
Да, есть четкое представление о женском голосе. Возвращаясь в прошлое, традиционно, женщины не участвовали в боевых действиях. Так что определенно речь идет о поляризации между женщинами, защищающими жизнь, и мужчинами, которые слишком часто не принимают во внимание ценность жизни. Скажем так. И этот контраст был для меня очень важен. И еще я понял, что красивый голос сопрано будет великолепным контрастом с литаврами. И поэтому литавры становятся мужским боевым элементом, отрицательным элементом, а положительная энергия исходит от женщины сопрано. Во-первых, я полирую некоторые свои работы. Я только что закончила кантату «Аллилуйя» для человечества, которая основана на стихах и цитатах коренных американцев, американских индейцев, чернокожих американцев и африканцев. Для меня это очень важная работа после реквиема по павшим. Но у меня возникает соблазн написать оперу. Я бы хотел написать такую, которая, вероятно, сосредоточилась бы на феминизме времен Моцарта. Я подумал, что это было интересно. Я общаюсь с одним из ведущих итальянских писателей по этому поводу, но это огромная работа. Она больше, чем реквием по павшим. Это был бы ответ на ваш вопрос. Да, я всегда стараюсь иметь перед собой большой проект, и это дает энергию, которая продолжает мою работу. Я считаю, что классическая, неоклассическая традиция важна. Она является основой не только нашей музыки, в какой бы форме она ни была, но и основой нашей цивилизации. Мой совет молодым композиторам в том, что любой стиль хорош, но вы должны захотеть внести свой вклад в музыку и вести аудиторию за руку к новому звуковому приключению. У нас, у композиторов, есть такая возможность. Итак, это мое послание. Пожалуйста, идите вперед.